Друзья, привет! Это Starlink. А это Илон Маск. И те, кто у меня давно на канале, они знают вот этот вот лозунг, который у меня когда-то спрашивали. И здесь написано: ты можешь либо наблюдать, как это происходит, либо быть частью этого. Так вот, канал Технозон теперь часть этого. Обзор Старлинка на канале Технозон. Поехали! Когда я у своих друзей спрашиваю: а вы представляете, что 10 лет назад у вас даже не было в смартфоне функции GPS, а на текущий момент у каждого в смартфоне есть спутниковая навигация. Ребята, спутниковая навигация. 10 лет назад я максимум, чем мог пользоваться, это Alcatel HD5, какой-то там смартфон, орехокол, мог им орехи колоть и ни на что не рассчитывать. Потом, конечно, пошло развитие цивилизации, вернее, развитие техники, компьютерной, мобильных телефонов, смартфонов, и все это начало приобретать какой-то классный вид. Но вот опять же, когда мне говорили пару лет назад о спутниковом интернете двухстороннем, который будет просто разворачиваться в бытовом плане, я тоже не верил. Вернее, я думал об этом, но не доверял. Но на текущий момент Илон Маск действительно сделал революцию со своей сетью спутниковых, вот этих вот спутников интернет-связи Starlink. И я вам скажу, даже, знаете, вангую, что в скором времени появятся и смартфоны со спутниковым приемом, потому что наш Starlink, он, знаете, настолько прост, показывая уже Starlink, он настолько прост и состоит всего лишь, это версия циркюла, как они там, круговая, да, это круглая тарелка, вообще есть еще квадраты, и на самом деле там не сильно большое отличие, тут кроме того, что у квадрата большая пропускная способность, у него меньше проблем, там исправили вопрос с перегревом в жарких широтах Техаса, США, да ладно. Но устройство этого Starlink настолько простое, вернее, устройство-то не простое. Само по себе организация, знаете, вот просто для людей. Есть модем, вообще-то он и роутер одновременно, и свич, и модем, который вот выглядит просто с одним диодным огоньком, с вот таким вот LAN-подключением, которое подключается к вот такой вот штуке. С режимом PoE, это Power over Ethernet, то есть здесь нет отдельного питания, то есть он питается через Ethernet кабель, это блок питания, и то же самое происходит с самой антенной. Вот она антенна, и у нее есть только стационарный кабель и больше ничего. На самом деле она с транспондером, она может вертеться, в ней есть вот этот вот двигатель, и она полностью автоматическая. Мы сейчас вам покажем процесс включения, вы просто охренеете, там нет ничего. Вы поставили, включили, нажали на сетку и выбрали имя Wi-Fi сети. Все. С помощью вот этой штуки вы можете еще подключить сюда через LAN кабель. Я подключал, по крайней мере, сюда компьютер или еще дополнительный роутер, если вам так захочется. Так, плюс еще и существуют же mesh-станции, mesh-клиенты от Starlink. Есть же не только, допустим, просто Starlink, есть еще mesh-система Starlink. Слушайте, невероятно круто. Но давайте уже тестировать, потому что обзор будет небольшой, обозревать особо нечего. Здесь нет какой-то мега-супер админки, здесь нет каких-то мега-супер настроек. Он просто работает. Ребят, ссылки на проверенного продавца в описании под видео. Вообще, на самом деле, сайт Starlink в описании под видео. Мы сейчас еще, когда включим, проверим, мы еще с вами посмотрим на тарифы и посмотрим на сайт самого Starlink. И, конечно же, зайдем в ту админку, которая там есть. Я вам покажу, как это на компе выглядит. Ну что, давайте переходим уже к самому тестированию и покажем, как это работает. Вообще, пока Леха готовится, я вам покажу. Коробка, на самом деле, вот просто, он был в коробке, просто антенна. Вот эта вся коробка. Внутри инструкция для дебилов. Знаете, как это называется? Поставил, включил, нашел Wi-Fi, подключил. Реально это примерно так и есть. Давай, Леха, понесли тарелку. Леша у нас сегодня главный по Старлинку. Это главный Геракакл. Нет, это главный ассистент Илон Маска. Илон Маск ассистент. Да, сейчас я пролезу, я не такой широкий. Как я, да? Как мог бы быть. Как мог бы быть. В инструкции почему-то это все не описывается. В инструкции вообще многое не описывается, я тебе скажу. Он говорит, подключи и все, понеси антенну куда-нибудь.
Слушайте, ну дело в том, что я вам скажу, это легко подключается, когда у тебя есть вот такой вот ассистент, как Алексей. Там инструкции про это не было. Который, ну вообще давайте так, давайте по порядку. Комплектуется он, ну, мега длинным кабелем. Здесь, наверное, метров 10 этого кабеля, если не больше. Единственный минус, что он не сменный. Да, вот в этой версии здесь кабель несменный. И нам достаточно эту антенну просто вынести на улицу. Так, несем на открытое пространство. Само собой, Starlink должен быть либо на крыше, либо на открытом пространстве. Нормально, ставь. Он здесь у нас на тестах стоял в прошлый раз. Теперь... Опа! Технозон Link Online. Вы видели? Сразу же у меня вот мы вынесли. Леша его включил. Держи. И у меня Технозон Link Online. Секундочку. У вас двигается. Двигается, да? Да. Вот так вот, видели, короче. Это он сейчас находит самую быстрый, скажем так, спутник в своей этой плеяде спутников. Ибо тестировать мы будем на открытом воздухе. Ну вот как-то так. Прям вот хочется потестировать. Да, кстати, роутер, чтобы вы понимали, насколько покрывает роутер. Роутер действительно крут. Роутер в студии за экранированными окнами. У нас на нем металлические решетки и окна забиты полностью. То есть, действительно, покрытие у роутера неплохое. Хотя, могло бы быть и лучше. Если брать, конечно, сравнивать с моим Xiaomi X6000, то, конечно, Xiaomi там рубит аж до туда. Когда мы тестировали скорость всех роутеров, которые у меня были. Wi-Fi 6. Теперь смотрите, Starlink приложение загружается. Сейчас мы увидим главный интерфейс. Ага, он просит, знаете что? Вот это вот самое интересное. Вот так вот происходит инициализация Starlink. Это он просит найти открытую местность и просканировать небо. Само по себе сканирование происходит достаточно просто. Вы просто-напросто наводите на небо, вот на зеленые эти. Как она называется? Adaptive Reality. Да. И просто-напросто, Additional reality. да, и просто сканируете небо в тех местах, в которых он показывает. Сейчас 80%, 90, 96. Воу. Да. И теперь нажимаем View Results. Вот он, смотри, 100%. Так, ну теперь он у нас онлайн. Хорошо, он покрутился, нашел спутники, просканировал. И можно, в принципе-то, своем начинать тестирование. Давайте, здесь есть методы проверки скорости. Есть встроенный спид-тест. Мы сразу с вами увидим спид-тест, который выдает сам Starlink. Тестирование, конечно же, необходимо проводить, ну и не на улице это будем делать, тестирование скорости, потому что это нужно делать уже возле роутера. Да и мне ноутбук нужен, я же хочу из него максимум выжать. Хотя вы должны понимать, что если мы вчера здесь получали 200 мегабит, это не значит, что сегодня мы на нем получим 200 мегабит. Это все-таки динамическая точка доступа к интернету. То есть она зависит... Оп, он только что повернулся, да? Ну, вроде бы, да. Да, то есть, ну, понял, он постоянно ищет лучшие точки. Ну, смотрите, мы сейчас в студии, я беру Starlink и вставляю в него просто тупо патчкорд. Конечно же, соединяюсь с сетью своего ноутбука с сетевым адаптером. У нас появилось сетевое соединение, и, в принципе-то, у меня уже... интернет-то готов. Я могу тупо загрузить спид-тест и попробовать тест того, что этот Starlink может, по крайней мере, на данной широте при данном варианте подключения. Конечно же, пинг у спутникового интернета выше, чем у стабильной стационарной сети. На текущий момент это показывает тут 90, 100, 10 мегабит было в пике, но дело в том, что вчера он у нас показывал 197, как я уже говорил, что это мобильная точка доступа, которая имеет динамические характеристики, в частности, зависит от движения самих спутников, поэтому на текущий момент 107 мегабит очень даже неплохо. Вообще, самое интересное, что привязка идет к самому терминалу, как и оплата, то есть не идет оплата на аккаунт, идет оплата на сам терминал, потому что этот терминал я получил, вбил свою новую сеть, провел новую регистрацию через приложение, и он уже оплачен у меня. Ну, по сути, он был оплачен изначально. Войти можно в ваш Starlink, в обыкновенный 192.168.1.1 адрес и нажать Sign In, но это вы должны будете войти в свой основной аккаунт, а не в управление роутером. По сути, ну, нет у него вот такого вот суперского управления роутера. Есть, конечно же, моменты, допустим,
работы самого приложения Starlink, сейчас вам покажу. То есть, если я войду в Starlink, у меня сейчас видно, что подключено было 2 устройства, было 3 устройства, сейчас 2 устройства, наверное, Леха отключился. У нас есть, можно управлять visibility, вы можете включить, выключить. Есть у нас вот такая вот штука, как range. Но мой телефон не имеет специальных функций для обеспечения этой штуки, это для расширения покрытия. И дальше, по статистике у нас есть Network Statistic, где мы с вами можем посмотреть нагрузку сети, посмотреть, вот видите, у нас была максимально 131 мегабит на текущий момент текущей сессии. В сами настройки, если мы зайдем, то мы здесь ничего не увидим. Мы увидим, что у нас есть, видите, только вот следующие настройки. Wi-Fi конфигурация, есть Show Melt Configuration, это значит, что он автоматически будет Snow Melt Configuration, это называется определение снега. А знаете, в чем вопрос? У него есть предпрогрев, то есть если падает снег на него, то он предпрогревает и будет отлично работать, то есть, ну, по сути. И есть сброс к заводским настройкам. Все настройки вашего вот Starlink, это все, что у него есть. На самом деле, ну, больше здесь нечего. Это если уже вы подключите роутер через кабель, то вы уже будете настраивать основные штуки в роутере. Здесь нет никаких блокировок, здесь нет ничего подобного. То есть здесь будут работать и торрент-сайты, и все что угодно. Ну, например, там, не буду, например, потому что заблокируют видео, мы уже это проходили. Давайте проведем еще один тест, спид-тест в автоматическом режиме, который мы выбрали. И знаете, что хочу сделать? Попробовать iPerf. Посмотреть, насколько будет высока скорость на iPerf. Конечно же, для игр это не подходит. Вот смотрите, сейчас набирают 150, 160, 170, 180, 190, 200 мегабит, 210, 215. 216, то есть на текущий момент вот мы имеем с вами такую скорость 220 мегабит в секунду и уже имеем с вами совсем другие показатели. На выгрузку это будет всегда меньше. Спутниковый интернет двухсторонний для выгрузки должен иметь достаточно мощную базовую станцию, чего мы, конечно же, здесь не имеем. Это все-таки изначально рассчитывается для потребительских целей, а не для промышленных. В промышленных целях, я думаю, Starlink может обеспечить отдачу больше, чем 10, 11, 12 мегабит. Пробуем потестировать это все через Magic iPerf на многоканале, потому что когда меня просили мои подписчики протестировать на торрентах, конечно же, я не могу здесь включить торренты, но мы можем с вами протестить многоканал именно в таком варианте. Ну, потоков на 60 давайте зададим. Порт у нас там 9210, по-моему, и тайм давайте 10 ввупим. Посмотрим, что у нас получится. Это мы сейчас на отдачу работаем без ключа R. И здесь мы выясняем, ага, видите, он на такой даже не смог. Давайте с ключом R сразу делать. Это значит, он должен дать нам на отдачу. Пробуем с ключом R, это значит будет идти в обратную сторону, то есть это будет фактически тест на загрузку сюда, ко мне на многопотоке. 139, ну было 149 максимально, но многопоток он не совсем держит. Конечно, я потоков задал здесь сумасшедшее количество, 131 мегабит. Давайте понижать количество потоков до 20 и смотреть, что у нас получится. Но я вам скажу, 175, 271 мегабит, 251, 268. Максимально в многопотоке мы получаем 271 мегабит, 267. То есть 261 мегабит это с ключом R. То есть те, кто знает, что мы тестируем, давайте в один поток еще попробуем, как он пойдет. То есть 271 максимальную скорость мы получили. Ну, 1,91 на один поток, это в принципе спутниковый интернет, он просто даже не успевает разогнаться, к сожалению. Почему? Потому что ему нужно время на раздупление. Поэтому мы можем задать здесь 20 потоков и чуть увеличить время и добавить там потоков 15 и посмотреть, что у нас из этого получится тоже. Ну, я вам скажу, 271 мегабит для спутникового интернета. Кстати, можно потоков больше выдавать. Смотрите, он пошел сейчас на стабильную 231 мегабит, 229, 236, 171. Ну, класс, ребят, это просто классно. Это просто классно. Поэтому мы можем сказать, что это технология будущего на самом-то деле. Так, последний тест провожу, ставлю 40 потоков, 40 много, 30. Давайте попробуем все-таки без ключа R. Мне интересно, сколько он максимально может выжать в обратную сторону.
Так, пробуем 60. Да ладно, на отдачу 62. Не, ну 19 мегабит в секунду. Это то, что он может выдать максимально. 10 в среднем, 17, 10. Ну, что мы и получили с вами. Тесты не врут. 270 на, ну, в пике 13, в пике 17, в пике мы видели. 16,6 в пике, пожалуйста. Sender Receiver 16,6. Ну что, давайте теперь поговорим о тарифах. Ну а теперь, друзья, мы поговорим с вами о тарифах. И казалось бы, тут все просто, но нет, есть некоторые отличия. И, во-первых, мне интересен, конечно же, базовый, скажем так, тариф и для приобретения комплекта. Для этого мы с вами просто-напросто выберем, ну, какой-нибудь, пускай любой американский адрес и нажмем Order Now. То есть то, что это работает, мы с вами уже увидели. Но теперь давайте подумаем. Комплект стоит, сейчас продаются только уже квадратные второго поколения тарелки. Комплект стоит $599. То есть, ну, $600. Плюс налог, плюс доставка. В конечном итоге мы должны с вами оставить депозит в $99. Но вы сами можете посчитать, сколько это обойдется. Плюс у нас идет сервис $110 в месяц. Это именно та абонплата, которая и является оплатой в месяц. $110. И я вам скажу, для США, по-моему, это самая большая оплата. Знаете почему? Потому что в той же Германии вы можете просто-напросто, кстати, выбирать не только по индексу свой адрес, вы можете выбирать, просто ткнув на карте «Я хочу здесь интернет», и все это дело за вас сделают сами. Например, в той же самой Германии сейчас выберем любой город. Вот есть локация, нажимаем Order Now, и я вам скажу, здесь немножечко все по-другому. Здесь стоит это все дело дешевле, 460 евро. А с учетом того, что на текущий момент евро стоит немножечко дешевле, чем доллар, то, само собой, все это вам обойдется дешевле. Но здесь еще и другой момент. Сервис в месяц стоит 80 евро. В отличие от США, это получается дешевле как минимум на $30. Ну, грубо говоря, на 30 евро. Потому что или 1 к 1, или евро даже дешевле. Что мы имеем? Мы имеем дешевле, не знаю почему так. Видно, Илон Маск решил все-таки немножечко постричь. Дело в том, что, вот видите, 99, 80, здесь 110. И давайте посмотрим. Для Украины вообще существуют спецусловия. Это $60 в месяц. Давайте выберем Украину. Тоже любой город. Вообще не принципиально. Нажимаем Order Now. И хотя оно пишет, что на текущий момент, ну, депозит $60, я вам объясню. Дело в том, что в Украине это сейчас работает немножко не так. Это работает таким образом, что вы можете приобрести комплект привезенный, просто-напросто активировать его, платить $60 в месяц, и больше вам никаких платежей не понадобится. Он будет просто работать, но то, что я видел в Украине, сейчас ходят и круглая тарелка, и квадратная тарелка. Мы тестировали круглую, как вы видите, квадратные тоже есть. Сколько стоят квадратные, пока не знаю, не покупал. И, конечно же, во многих странах Starlink как такового вообще пока что нет. Само собой, в России его нет и, скорее всего, и не будет. Тут уж дело такое, кому как повезло. И я пока не нашел это дело в Африке. Вот такие вот цены. Но давайте еще так с вами рассудим, насколько оправдана, допустим, та же цена даже в $100 для такого интернета. Если брать удаленные уголки, куда вообще невозможно провести интернет, то это вообще оправданная цена. Но вы же можете эту штуку раскинуть на 4-5 хозяйств, где, ну, не нужно там, допустим, 200-270 мегабит на загрузку, а хватит там 30, 40, 50. И этого будет вполне достаточно для обеспечения 4-5 хозяйств каким-то базовым интернетом. И при разделении, допустим, стоимости в $100 на 5 хозяйств, это $20. В принципе, это неплохая цена. Да и вообще, я вам скажу, канал Технозон, вот как технологию, очень классно оценил, в том плане, что нам очень сильно нравится. Мы рекомендуем
конечно же, для каких-то моментов, но давайте не забывать, что для бизнеса это вообще идеальная штука. Например, у вас малый бизнес, нет никаких моментов подключения, и это выход. Я помню, когда в Shell работал, у нас на заправке мы ставили дата-групп, это спутниковый интернет, и мы платили какие-то нереально сумасшедшие деньги. Вот в данной ситуации мы могли бы выйти вообще просто красавчиками. Поэтому, ребят, вот окенская штука, мы рекомендуем, Starlink топ. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.